scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Приветствую вас, господа! Кажется, настало время поговорить про саблю Понтифика. Сабля Понтифика на сегодняшний день является одним из самых сильных оружий для дуэлей в данной игре, ввиду того, что эта сабля, наряду со скимитаром, саблей мозгляка и саблей стража картин, не подверглась нерфу скорости нейтральной R1 атаки. Однако, из всех вышеперечисленных сабель, сабля Понтифика обладает самым большим радиусом этой самой нейтральной R1 атаки, которая, хочу напомнить, является лучшей атакой оружия ближнего боя в игре за счет хорошего стаггера, позволяющего размениваться с почти любыми атаками, не обладающими гиперброней, скорости и удобного горизонтального мувсета. У сабли Понтифика есть еще несколько особенностей. Данное оружие обладает хорошим уроном по стамине. Щит Черного Рыцаря при 29 стаминной кольцом Фавора выбивается, если одеть кольцо Цорига за 4 удара. У сабли Понтифика есть полноценный нормальный блок, который может выдержать одну тычку легкого оружия. Также имеется спецприем, который иногда является неплохим инструментом в бою. Я потратил определенное количество времени на то, чтобы обсудить многие тонкости сабли Понтифика и ее майндсета с современными топовыми сабельщиками Кеймом и Assassin for Life, для того, чтобы мое мнение было немного более объективным. Теперь я готов представить 10 основных советов при игре с саблей Рыцаря Понтифика. Если вы знали обо всех вещах, о которых я скажу дальше, поздравляю, вы на пути к тому, чтобы стать топовым игроком на сабле Понтифика. А теперь перейдем к основной части видео. Бессмысленные раннинг-атаки – это самая распространенная проблема игроков, которые используют саблю Понтифика. Игрок бегает вокруг меня какое-то время и затем делает внезапный раннинг в воздух. Зачем? Непонятно. Раннинг-атаки очень легко наказать, поэтому намного лучше использовать нейтральную игру через нейтральные R1 атаки, так как именно эта атака является основной причиной, почему это оружие настолько хорошо себя показывает в PvP. Стоит также отметить, что при высокой задержке раннинг-атаки могут иногда действительно быть неплохим решением из-за их увеличенного ренжа и задержки, при которой тяжелее наказать как противника, так и вас за любые ошибочные действия. Хотя, конечно, на высокой лейтенси игра всегда отличается от обычной. Этому нужно посвящать целое отдельное видео. Это самый очевидный пункт из всех, однако я не мог его не включить. Итак, после попадания по противнику или после размена открывается целое окно для прессинга оппонента с большой вариативностью действий. Не стоит упускать подобную возможность нанесения дополнительного урона при наличии удачного положения и достаточного количества стамин. Если не прессить оппонента после удачного попадания или размена, то сабля Понтифика не сможет реализовать свой потенциал в полной мере. Часто вижу, как игроки спамят после того, как попали. Такой способ может быть правильным в некоторых ситуациях и против определенных матчапов, однако нужно четко понимать, когда нужен именно спам, а когда что-либо еще. Чаще всего нужно использовать только одну R1 атаку для стаггера, а затем действовать в зависимости от ситуации. Ролл-кетчить, проспамить двумя первыми атаками R1, или сделать две атаки сразу после небольшой задержки для гарантированного бэксвинга, когда, к примеру, противник в углу. Почему же чаще нужен именно просто стаггер R1 и Vortex после него? Потому что попадание первой R1 атакой дает вам достаточно времени, чтобы запутать оппонента, обойти его с нужной вам стороны или просто продумать свой план действий для прессинга. Не стоит также забывать про то, что сабля Понтифика легко ролится на реакцию в 45-60 FPS.
если противник не делает никаких дополнительных движений. По этой причине, для того чтобы сбивать оппонента, можно нажимать блок в разный тайминг, а также бежать по правой или левой стороне. Таким образом, можно иногда ловить оппонента с такого угла обзора, при котором ему будет труднее увидеть атаку вовремя. Особенно если он часто снимает таргет. Излишняя пассивность всегда была большой проблемой при игре с саблей Понтифика. Я ни в коем случае не говорю о том, что нужно постоянно бежать в противника, чтобы его ударить. Я говорю лишь о том, что есть множество способов навязать противнику свою нейтральную игру при помощи ваших передвижений или различных байтов, о которых немного позднее. Данный пункт касается сразу двух моментов. Первый – повторяемость движений при стрейфах. Второй – повторяемость движений при ролл-кетче. В первом случае, если ваш оппонент обладает хотя бы зачатками разума, то вы получите по лицу за предсказуемую атаку. Во втором случае, оппонент может либо выйти из прессинга раньше, чем нужно, либо ударить в предсказуемую попытку ролл-кетча. Эта ошибка является одной из основных не только при игре с саблей Понтифика, но и с любым другим оружием. Вопреки расхожему мнению, вапонард сабли Понтифика является очень полезным инструментом в ситуациях, когда противник сосредотачивается для спейсинга нейтральной R1. Противник концентрируется на вашей R1 атаке, и в этот момент вы можете довольно безопасно ударить его спецприемом. Но не торопитесь прожимать вторую часть спецприема, так как туда можно поставить бэкстеп, или вас за нее могут наказать иным другим способом. У сабли Понтифика, в отличие от того же Скимитара, есть полноценная возможность заблокировать один удар легкого оружия противника. Это позволяет как уходить из сложных ситуаций, так и резко забирать инициативу в бою. Но стоит помнить, что у сабли Понтифика всего лишь 30 устойчивости, и поэтому если не вовремя заблокировать, то вам с легкостью впишут репост. Ложные атаки в воздух – это очень хороший способ застать противника врасплох. Если ударить R1 на такой дистанции, когда противнику будет нужно немного подойти, прежде чем вас наказать за промах, то у вас будет более чем достаточно времени, чтобы вписать еще одну атаку в этот промежуток времени. Но так же, как и с предыдущим советом, следует быть осторожным. Не делать это предсказуемо, иначе противник будет ожидать подобного действия и не будет на него попадаться. Самый главный совет при игре с саблей Понтифика. Вы не должны играть одинаково против всех билдов. Есть множество матчапов, которые будут требовать от вас совершенно иного геймплея, нежели обычно. Вам следует внимательно изучать каждый матчап, с которым вы сталкиваетесь, чтобы иметь план действий при любой ситуации и оставаться гибким и непредсказуемым. Как же исправлять данные ошибки? Все довольно просто. Стоит понимать, что если против вас играет хороший игрок, то в среднем вы умрете, сделав 2-3 грубые ошибки. При игре с игроками похуже это может быть 5 и более ошибок. Подобные моменты легко отследить. За каждое неправильно принятое решение вы получаете определенное существенное количество урона. Это можно анализировать во время боя или после боя. Также может помочь запись проигранных дуэлей, чтобы ее потом просмотреть. Очень частой ошибкой тех, кто учится играть на каком-либо билде, является попытка тупого копирования майндсета какого-либо игрока. Данное занятие не имеет абсолютно никакого смысла, потому что хороший игрок имеет основные знания майндсета и может его подстраивать в зависимости от определенного матчапа или определенного игрока. Я не выделил эту ошибку в основном видео, потому что она касается скорее общей ошибки новичков, чем частью какого-либо билда. Главное, что нужно знать, это то, что необходимо научиться понимать, что ты делаешь и почему ты это делаешь. Иначе прогресса либо не будет совсем, либо он будет проходить крайне медленно. Также имейте в виду, что данное оружие забанено практически на всех турнирах. Поэтому если кто-то планировал учиться играть с ней именно для этого, то не стоит. На этом все.
Учитесь, развивайтесь, становитесь сильнее и помните, от каждого вашего раннинга в воздух где-то грустит один Gentle Flame.